Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем за Луи поднимать ему рейтинг до 1100, ну это, в принципе, достаточно легкое занятие, но и будем, конечно же, выше поднимать. Вчера пытался, страдал на этом персонаже, понимаете, он настолько имбовый, что я мог развалить два сквада на нем, буквально за 2 минуты. Но я не мог вытащить все равно победу, настолько было тяжело вчера вечером апать рейтинг, даже ночью уже бы сказал, но такие дела. Ладно, сегодня отправляюсь в команды бои. Сборку менять не буду. Там по атрибутам тоже все красиво. Луи это один из самых мощных персонажей. Кстати, скин на него сейчас это китайского Нового года, самого первого, который был у нас в игре. Это был еще год мыши, я помню. О, видите, команда какая. Вопрос, что они делают на этом рейтинге? Вопрос, да. Я-то понимаю, что они делают. Они просто хотят развиваться, качаться, хоть как-то в игре. А в игре это можно делать только за счет рейтинга. Ну, бесплатным образом, да, в основном. Рейтинг и какие-нибудь там ивенты, да. И больше никак. То есть настолько все плохо у нас в игре сейчас, что новичкам просто негде развивать свои аккаунты. К сожалению. Так, кто это у нас там? Противники, да, появились? 16-й бобер. Понимаю. Понимаю. Два бобра. Короче, валим отсюда. Валим. Они меня не слушают. Вот такие, к сожалению, вот, ребятки, командные игроки. Не слушают. Они сейчас там все поумирают, к сожалению. Давайте аптечку оставим, мало ли, может пригодится. Копье заберем тоже. И попробуем ворваться сейчас на бобра. Попробую ворваться прям впритык. Но он меня задушит, скорее всего. Кстати, это та команда, которая только что меня должна была спасать. Блин, меня опять залагало, мне это бесит в последнее время. Ну ладно, что поделать, то поделать. Ай, вы сейчас не обращайте на то, что у меня просто сейчас в последнее время на Луи, точнее не на Луи, вообще на персонажах пошли лаги. Очень серьезные. Блин, я только что отразил себе эту штуку. Блин, я его не вывожу, он просто луком... Ай, короче, у меня сейчас такая штука, у меня начали залипать кнопки. На вот эти вот 3, да, прекрасные кнопки начали залипать. Боже, какие же они бесполезные. Я не вытащу там просто, да. Я просто не могу снести орла. Ой, бобра. Шотнуть его не могу. Даже если я шотнул всю команду, это не спасло просто, понимаете? Нужно было выходить с этой зоны за сюда и убивать орла. Бобра. Попрошу, извиняюсь. Но, опять же, вот последняя проблема вот это с кнопками. Меня достает. То есть я нажимаю кнопку, она вместо автоатаки у меня нажимает прицеливание. И ничего не делает. То есть я теряю время. Мне нужно повторно нажимать кнопку, повторно прицеливаться. И, короче, вот это вот все очень сильно напрягает. Потому что на самом деле это не нужно делать. Есть автоатака прекрасная, которая в нашей игре идеально работает. Ну, практически. И которая решает все проблемы с максимальным уроном в секунду. Но вот сейчас такая проблема есть. Я не знаю, как ее решить. Недавно она появилась, но... Возможно, это что-то от меня зависит, конечно. Но это не точно. Вы это видите, да? Как в это играть? Как? Как в это играть? Почему он просто стоит возле купола? Почему он... Как они это делают? О, видали, где я был и где был 15-й баг? Как это возможно? Как он может притягивать на такую дистанцию? Разрабы же писали, что не пофиксили, ну я же... Ой, короче. Как это возможно? Его только увидел, он меня уже притянул. Это же нереально просто. Просто нереально. Я его только он увидел, он меня уже притянул. С такого огромного расстояния. О, жесть. Апаем рейтинг, чё? Команда гений. Игра идеальная. Блин, просто то игра, то команда, то все вместе. Ой, да. И самое интересное, что в соло боях нереально играть. Ну, практически. Хотя вот я вчера буквально заходил в соло бои, позавчера, наверное. Вчера-позавчера. Получалось как бы изи. Очень странно тоже. То есть вроде бы нереально, вроде бы реально. Непонятно, короче.
Гранатка выпала, в принципе, там есть копье, но оно немного бесполезное. Вот автоатака только что решила выстрелить не туда, куда мне нужно было, но... Это, в принципе, было не особо важно. Хотя орел все-таки улетел. Можно было его покоцать достаточно сильно. Так, ну и где? Где противники? А вот они. Орла, кстати, почти шотнул, даже аптечку потратил. Так, хилимся, живем. А, там 16 никс, понимаю. И бак у них нормально. А чё у меня команда не такая, как у них? За шо? Почему? Почему у меня такая команда, у них такая? Почему? Почему, да. Действительно, почему же? Ой. Как в эту игру побеждать в командных боях? Как? 3 боя подряд, ни одной победы. Даже шанса на победу не было. То 16-й бобер. То вот это вот дичь. То еще какая-то дичь. То команда гениев очередная. Вот опять команда очередная. Я даже 1100 взять не могу, офигеть. Да, 14 уровень прокачал, затащить не можешь. Какие дела? Ну что, в других ребят тоже 14 уровня, которые могут им затащить. Ну, в отличие от других ребят, у них еще есть команда, у которой есть баг какой-нибудь, который мне притянет, конечно же. У них есть там кто-нибудь еще, какой-нибудь адекватный игрок, да. А тут у меня вот такие вот никсы с кофе. Новички в основном. 2 хамелеона. Вот что могут 2 хамелеона, Никс и Пингвин? Ничего. О боже, он уже помер. Ой. А у них 13 уровни. А! Изи, чё? И как мне этих гениев спасать? Вон, у меня аптечка использовалась как бы. Да, я могу шотать их, но их просто очень много, понимаете? Их настолько много, что я не могу этого всего шотнуть. Причем они действуют адекватно. Ну вот видите, просто их настолько много, что я не могу это все сделать. А моя команда, они вот. Один возле меня умер, бесполезный. Все. Почему они могут кнопки нажимать в противоположной команде, а моя команда нет? Почему 4 команды подряд не могут нажать кнопки? Почему? Фух. Может, соло бои пойти? Давайте последний раз попробуем командные бои. Видимо, придется играть теперь соло бои. Ну, потому что то, что я вижу сейчас, меня не радует. Ну вот, они либо стоят, либо кнопки нажать не могут, либо просто разбегаются, умирают. Ну, короче. Либо игра меня еще душит сама по себе. Напряжно, на самом деле. Какой дерзкий черепах. Видали? 7 уровня бежит на 14. Чтоб я так бегал 7 уровнем на 14. Так, ну... Ну, вы это видите, да? Это, походу, мои союзники с прошлых боев. Ну, судя по тому, как они играют, это, скорее всего, были они как раз. Других там союзников в основном не было. А вот именно такие же, да? Они прям бегут на тебя. На всю пачку, да? Умирают. И все красиво. Он Никс. Да, очередной гений. Ну, тут хотя бы получается немножко командно играть. То есть, видите, Хамелеон, там, Яра пытается команда. Брюс даже немножко что-то делает по команде. Ну, то есть, это прекрасно. В этот раз мне попались самые интеллектуально способные ребята, наверное, на всей этой карте. Поэтому мы обязаны победить. Ну, сейчас там какой-нибудь 17-й баг прибежит или Джейд. И все. Так, ну я тут дамажу как могу. Так, Никса шотаем, отлично. Все получается. А, вот 12-й Джейд уже прибежал. Ну, 12 еще ладно, 12 можно и победить. Не очень, правда, получается, но попробуем. Ой, ну конечно, видите сразу, что Никс сделал, да? Не мне, легендарная граната, а ему. Какой полезный, блин. Я еще промахиваюсь, ё-моё. Ну, баг, конечно, странный. Он вроде бежит резать Джейд, а вроде убегает. Очень странно себя ведет. Аптечка, кстати, фул. Поэтому, в принципе, можно не париться. О, капканчик сработал. Ой-ой-ой, что-то урона много. Минус 2 аптечки, как вам, а? За полсекунды буквально. Это просто Джейд резнул, называется. Просто резнулась Джейд. Блин, зона слишком быстро идет. Нам нужно аптечки залутать.
Так, ну, погнали, чё? Думаю, Яра мне дохилит, если что. Похили. Хотя ладно, тут аптечка есть, в принципе, не важно. Ну, что, получается, победили? Спустя 4 поражения подряд, да? Нормально, баланс. А я же говорил, что мне самые интеллектуально способные попались. Вот. Ну, кроме Никса, конечно. В этот раз просто 3 игрока были просто нереальные гении в плане реальности. Блин, без шуток гении. Посмотрите на этих 4. Вот. Вот они. Элита зубы. А чё не попадать только раз в 4 боя? Непонятно. Но что есть, то есть. Хотя с Джейд могло все закончиться и по-другому, если бы, опять же, у них в команде были адекватные игроки. Это могло бы закончиться по-другому. Потому что там бы... Я не факт бы, что смог вынести их всех вместе. Потому что, ну, сами видели, там был замес очень жесткий. Я там сначала с Баком дрался. А еще с кем-то там почти у меня закончились аптечки. То есть моменты были реально жесткие, и не факт, что получилось бы их вытащить. Ой, зачем ты бегаешь, друг? Зачем? Зачем ты бегаешь? Очередной гений, который любит бегать. Ой. Ну да, почему бы не затянуть время? Это же так прекрасно. Да? Гений на кенгуру. Ой, слов нету, ребят. Просто нету слов. Ну и моя команда. Ну, хоть как-то затащили. Сейчас, наверное, пойдем соло-бой скатаем. Потому что что-то как-то душно. Ну, посмотрим хотя бы, что там в соло-боях. Хотя, мне кажется, там будет тоже душнина и щита. Но для соло-боев нужно взять, скорее всего, одну штучку интересную. Называется она бомба Молотова. Правда, уровень только 9. И, возможно, было бы эффективнее взять зубы вампира. Но, ладно, давайте так сыграем. В принципе, я думаю, оно поможет. Так, опять же, соло-бой стандарт. В принципе, для Луи это нормально. Я бы сказал, даже идеально, потому что, ну, легкий бой... Хотя нет, легкий бой получше. Там все-таки Луи у нас не такой уж прям жесткий убивец. Да. Ну, кстати, мышки неплохо дамажат. То есть гранату он не взял, но за мной он полез, лишь бы выстрелить. Какие же они... Ой. Ничего, мы его убьем. Ничего, мы тебя убьем, Никс, не переживай. Не переживай ты так, я до тебя доберусь. Может, не от меня, конечно, умрешь. Может, от кого-то другого, он какой-то бобер убил какого-то Никса. Возможно, это был тот Никс. Ну, в принципе, не важно. Сейчас нужно копье залутать. А вот этот Никс. Никс, а что за дела? Что ты убегаешь? Давай подеремся. Ты же такой сильный был. Видали, да, в Камелеон ничем не попал, офигеть. Да вы чё? Ну, конечно, Лизи 13-й варп... Ой, как же они бесят-то! Просто... Тихо, спокойно, спокойно. Спокойно, сам ошибся. Вот... Ну где мое копье? Ну почему не было? Полкарты побежал, не было копья. Ай, ладно. Просто не повезло. Просто Лизи с канистра гелия. Я допустил ошибку, то что пытался забрать аптечку. Это была и моя ошибка. Я не должен был этого делать. Мне нужно было просто пойти и убить Лизи. Ну тогда бы Никс залутал аптечку. Ну короче, там была такая ситуация. Опять же, вот почему я не люблю соло-бои сейчас, это вот эта вот душнина. Душнина, которая... Ну вот, видите, вот он, я про вот это вот. И ты ничего с этим сделать не можешь. Просто чел из ниоткуда появляется и забирает твою аптечку. И все как бы, вот. И ты проигрываешь. И это нормально? Просто чел из ниоткуда появился и залутал твою аптечку, которую только что стал. Как в это поиграть? Как? О, как же не горит. Надо успокоиться. Надо успокоиться. Да, успокоиться. Секунду пытаешься залутаться. Через секунду... О, Генри летит. Уйди отсюда. Фух, надо успокоиться. Спокойно, спокойно. Вон, видите? Кенгуру с кофем. Типа, ну это нормальная ситуация. Зачем тебе лук? Гений, блин. Какие же они Вот. И он упрыгает. Он сейчас принесет кому-то свою аптечку, понимаете?
есть его сейчас аптечка уйдет кому-то другому. Какие же они больные, это просто слов нету. Фух, надо успокоиться. Спокойно, спокойно. Фух, надо быть спокойным, иначе я проиграю. Надо спокойным быть, спокойным. Ну просто вот. Фух. С Доной нужно аккуратнее быть, потому что она может и луком бахнуть. Ну, конечно, конечно. Чё со стороны Никс? Чё с тобой не так, чел? Почему он меня прыгает? У него ж... Я же под гранатой стоял. Капец, а как он... Спокойно, спокойно. Все нормально. Все нормально. Все нормально, спокойно. Спокойно. О, как же не горит. Спокойно, да. Нужно быть спокойным, как удав. Стеночки поставим, разобьем сейчас все это красивенько. Фу. Как-то не душно. 16-й. Вот я про вот это говорил. Что сейчас сложные бои это не душнина. Точнее, ну, соло-бои это не душнина вообще ни разу. Ну, как вы заметили, да? Ну да, не душнина, ни капли. Ни разу не душнина, как бы. Ну, как вы думаете, я смогу победить вот такого челика? Ну, надо убегать. Надо убегать. Это единственный мой вариант. Да-да, Генри, конечно, убежишь. От меня ты убежишь. К сожалению, не могу залутать там дробовик, было бы приятно, на самом деле. Ну, кстати, у меня сейчас есть преимущество против Фламинго. Небольшое, но есть. Это то, что я буду его видеть, он у меня нет. Опять же, неизвестно, кто последний противник. Если они сейчас начнут с Фламинго драться, я ворвусь. Ну, видите, он просто кидает гранату, я ничего с этим сделать не могу, потому что там огромный радиус. Так, ну я поставлю эту и спрячусь. По идее, сейчас бобер должен Фламинго неплохо так накоцать. А я за счет этого должен потом ворваться и как-то затащить. Ну, опять же, шансов на то, чтобы затащить, практически нет. Фламинго меня, кстати, вычислил. Шустрый. Он в зоне стоит, ему пофиг. Врываемся в Фламинго красивенько. Так, ну, последний мой шанс на победу. Глаз. Нет, я убил бобра. Кстати, меня, скорее всего, добил Фламинго. Ну, опять же, мне не повезло, потому что бобер сейчас начал меня атаковать. Если бы он продолжил атаковать Фламинго, когда я его еще атаковал, а не стоял бы просто и смотрел, то, я думаю, я бы смог затащить. Но вы сами видите, почему я не играю в сложные или стандартные, или вообще легкие соло-бои. Вот поэтому. Потому что 16 уровень, потому что нереальная душнина, и потому что вот такие вот бои происходят. Это печально, на самом деле, ребят. У Зуба превратилось в то, что сейчас невозможно играть без клана или без какой-нибудь друзей, команды или чего-нибудь такого. К сожалению. И в этом виноваты... Да, вы знаете, кто в этом виноваты. Ну, ладно, не будем об этом, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.